Океан умеет хранить молчание. Тот, кто уходит далеко от берега на хрупкой доске для падлбординга, знает это состояние лучше других. Это мир, где исчезают привычные городские шумы, где нет гудков машин, обрывков чужих разговоров и суеты. Остается только мерный, едва слышный плеск воды о пластиковый борт, тихий свист ветра в ушах и бесконечная синева, уходящая куда-то вглубь, к самому сердцу планеты. В тот день море было пугающе и прекрасно спокойным. Водная гладь напоминала гигантское, слегка колышущееся зеркало, в котором отражалось высокое небо. Солнце стояло в зените, заливая все вокруг мягким слепящим светом. Человек на доске чувствовал себя песчинкой в этой огромной, величественной пустыне. Он мерно погружал весло в воду, оставляя за собой едва заметный след из мелких пузырьков. Полная иллюзия контроля. Полная иллюзия того, что ты здесь один. Но океан никогда не бывает пуст. Под этой обманчиво тихой зеркальной поверхностью скрывается другой мир. Мир колоссальных размеров, древних тайн и существ, чья история на этой планете началась задолго до появления первого человека. Все произошло в абсолютной тишине. Сначала не было ни звука, ни всплеска, только едва заметное изменение ритма воды. Если долго находиться в море, начинаешь чувствовать его кожей. Легкое, почти неуловимое движение масс воды глубоко внизу, словно океан сделал глубокий тяжелый вдох. Зеркальная гладь перед доской вдруг начала менять свою форму. Из глубины, медленно расталкивая слои плотной синей воды, поднималась огромная, монолитная тень. Человек замер. Рука с веслом застыла в воздухе, так и не коснувшись воды. Капли, срываясь с лопасти, с тихим стуком падали обратно в океан, но этот звук казался сейчас оглушительным. Тень росла. Она не была стремительной или агрессивной. В ее движении угадывалась невероятная царственная неторопливость. Это было похоже на то, как из тумана медленно проступает вершина подводной горы. Но эта гора была живой. Через секунду толща воды окончательно расступилась, и на поверхности показалась гладкая и сине-черная спина. Гигантский горбатый кит. Размеры этого существа стирали всякое понимание масштабов. Доска падлбордера, казавшаяся ее владельцу вполне надежным плавсредством, вдруг превратилась в крошечную щепку, бумажный кораблик, который мог исчезнуть от одного случайного движения этого титана. Кит был размером с хороший туристический автобус, а его вес исчислялся десятками тонн. Одно легкое движение мощного хвоста, и человека просто смыло бы кинетической энергией поднявшейся волны. Но самое удивительное заключалось в том, с какой невероятной деликатностью действовал этот исполин. Кит прекрасно знал о присутствии человека. Обладая феноменальным восприятием и эхолокацией, он чувствовал каждое движение доски, каждый удар человеческого сердца, которое сейчас, казалось, готово было выпрыгнуть из груди падлбордера от смеси чистого ужаса и абсолютного восторга. Кит подошел вплотную. Расстояние между краем доски и огромным телом животного сократилось до каких-то пары метров, а затем и вовсе сошло на нет. Мужчина на доске буквально перестал дышать. Время словно остановилось, растянулось в бесконечность. В такие моменты стираются все мысли о прошлом и будущем. Существуют только здесь и сейчас. Человек, доска, бескрайнее море и древний обитатель глубин. На спине кита были видны белесые шрамы, следы ракушек-болянусов, которые годами путешествовали вместе с ним по мировому океану. Эта кожа видела арктические льды и теплые экваториальные воды. Она помнила тысячи миль подводных дорог. И сейчас эта живая история находилась на расстоянии вытянутой руки. Появилось безумное, инстинктивное желание потянуться и коснуться этой мокрой, блестящей спины.
Но падлбордер сдержался. Из уважения. Из понимания, что он здесь лишь временный, случайный гость, которому позволили прикоснуться к чужому таинству. Вдруг огромная туша слегка повернулась на бок. Вода с тихим рокотом скатилась по его телу. Из-под воды показался массивный круглый глаз кита. Он был удивительно осмысленным. В нем не было дикой злобы хищника или глухого безразличия. Это был взгляд существа, обладающего своим особым разумом. Кит посмотрел прямо на человека. Это был короткий, но пронзительный контакт двух абсолютно разных миров. На секунду показалось, что исполин пытается что-то сказать или просто оценивает незваного гостя на своей территории. «Кто ты, маленький сухопутный житель, и что ты ищешь в моих владениях?» Будто беззвучно спросил этот взгляд. Затем последовал оглушительный выдох. Фонтан мелкодисперсной воды и пара с шумом взлетел в воздух на несколько метров, переливаясь в лучах солнца маленькой радугой. В воздухе отчетливо запахло солью, тиной и самим океаном, густым, ни на что не похожим запахом морской жизни. Мелкие брызги опустились на лицо падлбордера, возвращая его к реальности. Его доску мягко качнуло на волне, поднявшейся от дыхания гиганта. Балансировать в этот момент было невероятно трудно, не столько из-за качки, сколько из-за дрожи в коленях. Это была дрожь благоговения перед лицом первозданной природы. Кит не спешил уходить. Он сделал медленный круг вокруг доски, словно изучая это странное двухколесное существо с палкой в руках. Падлбордер осторожно, едва заметными движениями разворачивал доску вслед за движением исполина, стараясь не упускать его из виду и в то же время не спровоцировать. Каждое движение кита было наполнено удивительной грацией. Как такое колоссальное тело может двигаться в воде столь бесшумно, плавно и точно? Это казалось настоящим чудом инженерной мысли природы. Казалось, что это свидание длилось вечность, но на самом деле прошло всего несколько минут. Кит, удовлетворив свое любопытство, начал медленно погружаться обратно в свою родную стихию. Его огромная спина стала уходить под воду, уступая место мощному хвостовому плавнику. Вот он показался над поверхностью. Огромный, идеальной формы, похожий на крыло сказочной птицы. Хвост на мгновение застыл в воздухе, словно прощаясь, а затем плавно, без единого лишнего всплеска, ушел в глубину. Вода сомкнулась. Радужный фонтан рассеялся в воздухе. Океан снова стал прежним, ровным, тихим, зеркальным и бесконечно синим. На поверхности не осталось ни одного следа, который мог бы доказать, что еще минуту назад здесь происходило нечто невероятное. Только круги на воде медленно расходились в разные стороны, растворяясь в общей массе моря. Человек на доске остался один. Он наконец-то сделал глубокий судорожный вдох, который сдерживал все это время. Руки слегка подрагивали, удерживая весло. Он посмотрел вниз, в темную манящую бездну под своими ногами. Где-то там, на глубине сотен метров, сейчас плыл великий странник морей, возможно, уже забыв об этой мимолетной встрече. Но для человека этот день изменил все. Возвращаясь к берегу, он греб уже по-другому. Не было прежней уверенности в том, что человек — хозяин этой планеты. Пришло другое, гораздо более глубокое и важное чувство. Чувство благодарности за то, что огромный и сильный мир океана оказался настолько великодушным, чтобы просто пройти мимо, подарив на прощание свой мудрый, спокойный взгляд. Земля принадлежит не нам. Мы лишь делим ее с теми, кто был здесь задолго до нас. И эта встреча посреди безмолвной синевы — лучшее тому подтверждение.